Привет, канал Steinfood. Сегодня хочу приготовить аджахури в казане на огне. Нахожусь у себя на даче. 2 января, светит солнце. Вчера была очень плохая погода. Серые тучи, серый снег, все серое. Как раз вчера я делал чахакбили в такую погоду. Видео тоже есть на моем канале. Аджахури. Что нам для этого понадобится? В первую очередь у меня есть вот такой кусок мяса. Это свиная шея. Здесь около 1,5 килограмм. Вот такое количество картошки я буду использовать. 2 вот такие большие луковицы. Потом помидоры. 2 болгарских перчика вот таких небольших. Кинза, петрушка, базилик немного для вкуса. Целая головка чеснока, примерно вот такое количество у меня получилось. Ну, естественно, подсолнечное масло и приправы. Соль, черный перец, мели сунели, ус сунели, черный перец и добавлю еще аджики и паприки. Сейчас давайте все это нарежем, чтобы во время готовки уже не бегать, не нарезать, чтобы все было готово. И начинаем готовить. Для начала давайте нарежем лук. У меня луковицы большие, поэтому разрежу еще пополам и получится такие, что-то вроде полуколец. Так, ну что ж, лук у нас нарезан, нарежем помидоры. Помидоры нарезаю вот такими дольками, довольно-таки крупненькими. Так, эту часть нам нужно удалить. Ну и таким же образом нарезаем все наши оставшиеся помидоры. Так, помидоры есть. Теперь болгарский перец. Вот такими ломтиками примерно я буду нарезать болгарский перец. Нет, все-таки разрежу вот так пополам, вот такими кусочками, чтобы не очень длинные были. Так, и пополам. Вот самое оно, то, что я люблю. Теперь переходим к нарезке картошки. Картошка у меня очень мелкая, поэтому я буду резать ее вот таким образом. На 4 части, чтобы получились вот такие дольки, типа картошки по-деревенски. Так, ну что ж, картошка есть. Осталось нарезать зелень и мясо. Значит, вот такой кусочек у меня свиной шеи. Очень мягкое мясо. Свиная шея отлично идет для шашлыка. Шашлык получается очень сочный, вкусный, мягкий. Я уже делал на своем канале. Так, ну мясо буду резать на кусочки примерно, ну, как для шашлыка 4 на 4 сантиметра, где-то так.
Так, ну и нарезаем оставшееся мясо по такой же схеме. Мясо готово, осталось нарезать зелень. Режем базилик. И теперь кинзу с петрушкой. Все ингредиенты нарезаны. Чеснок я раздавлю сразу в казан, не буду его резать. Что ж, сжигаем печку, устанавливаем казан, начинаем готовить. Разжигаем казан. Так, ну что ж, отлично. Печка разгорелась. Устанавливаем казан. Так, отлично. Казан греется, наливаем масло. Ну что ж, теперь ждем, пока масло нагреется. Будем жарить картошку. Так, ну и пока масло греется, обмажем стенки казана, чтобы ничего в дальнейшем не прилипало. Так, ну, уже бурлит, можно класть картошку, масло нагрелось. Вот так по стеночке вываливаем, чтобы не брызгало. Отличный способ, чтобы не кидать в масло, а плавненько туда все это опускалось. Все, теперь обжариваем картошку почти до готовности, до золотистой корочки. Огонь нам нужен хороший, чтобы все хорошо жарилось. Так, ну что ж, картошка наша уже готова, можно доставать. В конце она еще минут 10-15 доготовится. Но я стараюсь жарить до, желательно до готовности максимально. Ну, внутри, конечно, она еще остается сыроватая. Так, ну что ж, достаем. Так, и сюда сразу же отправляем мясо. Точно так же его обжариваем. Это мясо обжариваем до золотистой корочки, тоже желательно до готовности. Ну, лично я так делаю. Так, ну что ж, мясо готово. Золотистая корочка, мясо обжарилось. Теперь я добавляю лук. Так, хорошенько перемешаю. Сюда же отправляю все наши приправы. Добавляем соль. Соль по вкусу, в принципе, как и все остальные приправы. Так, еще раз хорошенько все перемешиваем. Высыпаю сюда всю нашу картошку. Снова все перемешиваем. Так, теперь я закрываю это крышкой минут на 10 на маленьком огне, чтобы это все томилось, доходило до готовности. Так, ну минут 6 прошло, я думаю, достаточно. Открываем. Так, отлично. Теперь сюда я выкладываю помидоры вместе с болгарским перцем. А также всю зелень, которая уже была нарезана предварительно. Так, отлично. Аромат стоит на всю улицу. Просто непередаваемый через камеру. Так, немного помешаем, чтобы там не начало пригорать.
Смотрите, какая красота. Это просто шикарно, просто красота. Так, ну и теперь надавлю чеснока. Надо было предварительно надавить его в какую-нибудь тарелочку, чтобы было быстрее. Так, чеснок надавили. Хорошенько опять перемешаем все это, чтобы чеснок тоже у нас разошелся. Ну что ж, красота, уже прям хочется съесть. Ну еще минут 5 потомим, чтобы вкусы разошлись. Картошка с мясом тоже дойдет до готовности. Овощи немного размягчатся. Ну что ж, 5 минут прошло. Открываем, смотрим. Красота, просто красота. Запах стоит на всю улицу. Отлично, накладываем. Ну что ж, вот такая красота у нас получилась. Аджахури из свиной шеи с картошкой и овощами в казане на огне. Вот такая красота, шикарный запах. Через камеру просто невозможно его передать. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы на этот рецепт. Я все комментарии читаю. Также мой канал есть на Рутубе, на Дзене, группа ВКонтакте. Благодарю за подписку. Увидимся на канале.